Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я хотела поговорить с вами о здоровье. Понятие здоровья следует понимать как состояние полного физического, душевного и социального благополучия. К сожалению, немногие люди могут похвастаться хорошим здоровьем в наше время. Все мы знаем, что наше здоровье строится на основе генного кода наших родителей. Зная слабости по здоровью своих родителей, можно, соответственно, уделять своему здоровью больше внимания, именно тем органам, которые могут быть под ударом. Всем бы я рекомендовала ознакомиться с физиологией человека. Это очень интересная и полезная вещь. Каждый может при наличии уже имеющихся заболеваний ознакомиться с нужной диетой и пользоваться ею, потому что с точки зрения высших человек – это усовершенствованная желудочно-кишечная трубка. Все, что мы отправляем в свой желудок, может влиять на все органы системы. Поэтому это очень-очень важно. Нужно знать, как функционирует кишечник, печень, сердце, почки и так далее. Самый важный орган, кстати, у человека – это сердце, а потом печень, а потом все остальное. Вот. В 80% случаев болезни вызваны психосоматическими причинами. Сейчас уже изданы книги, в которых описано буквально, какая эмоция вызывает какую болезнь. И в этом есть много смысла. Поэтому, надо иметь в виду, что эмоционируя чрезмерно, человек несет пользу космосу и большой вред себе. Он таким образом, через эмоции, укорачивает свою жизнь. Причины болезней человека лежат в образе жизни, его окружении, взаимоотношениях с другими людьми. Унижая права других людей, человек создает себе еще больше проблем, чем он имел, и к тому же наращивает негативную карму. То, что мы думаем о людях, это зачастую наши собственные мысли о них, далекие от реальности. Другие люди такие же, как мы, и созданы из тех же самых материалов. И предвзятые мысли о людях – это источник зла. Как только человек вообразит себя вершителем судеб, так он сразу же нарушает равновесие, и, соответственно, его ждет за это суровая расплата, потому что высшая задача Бога – это поддержание равновесия в его мирах. Болезни носят информационный характер. Они возникают из-за разлада с природой и со своей душой. Произрастает из себелюбия, невежества, гнева, негативных пристрастий, эмоций и речи, которые оставляют отпечатки сознания. Поддавшись соблазнам, человек снимает защиту с души и становится более открытым для болезней, инфекций, вирусов. Для душевного здоровья полезно совершать какие-то добрые дела, добрые поступки и, конечно, мыслить правильно. Если человек не знает целей своего существования, то становится слабым и беззащитным. Зачастую депрессия – это переизбыток мужской или женской энергетики, которую следует нормализировать, восстанавливать, баланс. Инь и ян. Зрение у человека ухудшается, если он убегает от проблем, не хочет видеть что-то в своей жизни, закрывается от этого знания. И поэтому, чтобы быть здоровым, нужно, конечно, вести правильный образ жизни. Каждый импульс переживаний трансформируется в теле человека на химическом и энергетическом уровне. Когда человек делает тот или иной выбор, он влияет на свое физическое здоровье, душевное состояние и практически на судьбу. Если человек что-то удерживает, не принимает нового,
ограничивает сознание, то он ускоряет старение. Ну и, конечно, если человек в жизни притягивает зло, то и будет источником зла для других людей. Негативные эмоции ведут к деградации, а положительные эмоции дают светлую энергию человеку, привносят энергию, помогают ему быть более здоровым и гармоничным. Негативных эмоций множество, но основные эмоции, влияющие на здоровье негативно, это злость, раздражение, зависть. Особенно деструктивна зависть. Она сродни порче. Человек завидует тому, чего сам не имеет. Но подсознание его создано таким образом, что если человек чему-то завидует, то подсознание отвергает предмет зависти. И в итоге человек остается на прежней линии жизни. Ничего у него в жизни не улучшается. Завидовать кому бы то ни было не имеет никакого смысла, потому что все люди разные. У каждого своя матрица, свои достижения, уровень, тип души, программа. Невозможно найти два одинаковых человека. И все не случайно. Каждый человек имеет свое место в человеческой иерархии. Часто проблемы со здоровьем у человека заключены в том, что у него просто не хватает энергии. Иммунитет – это жизненная сила человека. Человек, пережив стресс, ослабляет свой иммунитет и имеет все шансы подхватить вирус, инфекцию. То есть, чем сильнее иммунитет у человека, то есть его психическая сила, тем он будет здоровее.